Всем здравствуйте! Продолжаем вязать русалочку. Сейчас мы свяжем для русалочки вот такие рельефные хвостик-плавничок. Я беру зеленые уже другого оттенка, чем вязала хвостик. И набираем цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так по цепочке вяжем 14 столбиков. 2, 3. Этот хвостик можно вязать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот провязали 14 столбиков без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И по обратной стороне цепочки вяжем тоже 14 столбиков. И довязываем их до конца. Вот что получается. Теперь разворачиваем наше вязание, делаем одну воздушную петлю, первый вот столбик пропускаем, следующий делаем соединительную петлю и еще в один столбик тоже делаем соединительную петлю, а в следующий вяжем за заднюю стенку столбики без накида. И вот так, для того, чтобы хвост был, плавник был рельефный, нужно вязать за заднюю стенку. Так будет красивее. Довязываем так до цепочки из воздушных петель. И вот арочка из воздушных петель. Под эту арочку ввязываем 2 столбика без накида. Теперь 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Снова 2 столбика под эту арочку. И по обратной стороне вяжем столбики без накида тоже за заднюю стенку. И довязываем ее такой вот длины, как мы вязали вот с первой стороны. Я столбики не считаю, потому я не могу сказать, сколько мы их здесь провязываем. Вот одинаковое количество провязано что с одной, что с обратной стороны. И теперь снова сделали воздушную петлю, развернули вязание, первый столбик пропускаем, следующий соединительная петля, еще один столбик, соединительная петля, и вот следующий уже столбик вяжем столбики без накида за заднюю стенку. И тоже так довязываем до арочки из воздушных петель.
Довязали под арочку из воздушных петель 2 столбика без накида, 4 воздушные петли и еще 2 столбика без накида. И снова вяжем столбики без накида вот за заднюю стенку. И тоже их так провязываем. Такое количество, как вот мы вязали в начале. Вот довязали, теперь смотрим. Можно еще один столбик провязать. Вот одинаково. И еще один ряд. Снова воздушная петля, развернули вязание. Один вот самый первый столбик пропускаем. Следующий соединительная петля и вяжем за заднюю стенку. Так довязываем до арочки из воздушных петель. Под арочку 2 столбика, 4 воздушных петли, 2 столбика. И довязываем столбики без накида за заднюю стенку. Такое же количество, как мы вязали вот с обратной стороны. И вот получается такой плавник. Ниточку теперь отрезаем немного подлиннее для того, чтобы мы могли его пришить. Теперь берем фиолетовую пряжу и сделаем утяжку. Вот смотрим так, чтобы это было посередине. Так, вроде как посередине получается. Хвостик вот здесь оставляем. И так делаем несколько стежков. Вот в то же место прокалываем иголку с ниткой. Так, подтянули нитку. И еще так сделаем стежок. Расправим. Вот ниточки так подтягиваем. Теперь выводим нитку, вкалываем в то место, где мы первоначально вкалывали, и теперь на одну ниточку вот так дальше. Теперь завязываем на 2 узелка. И еще подтягиваем ниточку, чтобы сформировать такой вот купальник. И теперь вот эти 2 хвостика прячем вовнутрь изделия. Вот так выглядит купальник после утяжки и как спрятали ниточки. Теперь вот там, где хвост мы вязали, отмечаем середину и будем вывязывать юбочку. Разворачиваем вот спиной к себе и головой. И привязываем, я тоже беру зеленый цвет, но другого оттенка. И вот за переднюю стенку столбика, которые у нас остались, привязываем ниточку.
2 воздушные петли и вяжем столбики с накидом вот за переднюю стенку. По одному столбику с накидом. Вот что получается. Так вот вяжем по одному столбику с накидом. Довязали до середины, вот не довязываем 2 столбика, вот один и второй. И теперь в один провязываем полустолбик с накидом. Вот так. В следующий столбик без накида. Теперь убираем маркер, наш ориентир. Там, где был маркер, соединительная петля, соединительный столбик. Теперь в следующий столбик, за следующую петельку, столбик без накида. Теперь полустолбик с накидом. Далее довязываем столбики с одним накидом. Вот так. И столбики с одним накидом довязываем до того места, где мы начинали вязать. Вот когда довязали до конца, соединяем ряд с соединительным столбиком. Отрезаем нить и эти ниточки все прячем. И вот что получается. Вот такая красивая юбочка. Теперь сделаем утяжку для глазиков. Прокалываем иголкой внизу головы. Пряжу берем в тон цвета тела. И выводим в уголочке глазика. Вот в этом уголочке вывели. И теперь переходим во второй вот уголочек. И выводим внизу через один столбик или через одну вот ниточку, там, где мы оставили хвостик. Точно так же проделаем со вторым глазиком. И вот теперь будем делать утяжку. Немножечко так нити натягиваем. Завязываем вот на один узелок и подтягиваем. Смотрим, чтобы нам понравилась утяжка. Здесь я оставляю ниточки. Перехожу на второй глазик. Так же само делаю утяжку. Вот. Теперь завязываю на второй узелок. И вот там, где был у нас один узелок на первом глазике, тоже завязываю на второй узелок. И теперь вот эти ниточки прячем вовнутрь изделия. Теперь будем вышивать носик. Тоже беру пряжу в цвет тела. Оставляю хвостик вот небольшой. Вот, и там, где будет располагаться вот носик,
Делаем так несколько стежков. Второй стежок, третий. И еще один четвертый стежок. И выводим иголку рядышком возле вот этой ниточки хвостика, который мы оставили. Так как здесь мы спрячем все под волосами, то можно завязать вот на 2 узелка и спрятать вовнутрь изделия эти ниточки. И еще вот я у русалочки уже вышила реснички и ротик. Они вышиваются точно по такому принципу, как мы вышивали носик, вот просто стежками. И вот так вышиваем тоненькой пряжей. И тоже я оставляла хвостики вот сзади головы, здесь завязывала на узелки и прятала вовнутрь изделия. Теперь будем пришивать вот плавнички. Вот эти ниточки, которые мы оставили для пришивания, вот я прохожу в середине столбиков вот до вот этого места, до центра, и отсюда потом этой ниткой буду пришивать. Вот приколола я в нижней части хвостика плавник, и теперь будем его пришивать. Так, отколю. Вот ниточкой проходим через кончик хвостика. И теперь за столбики вот на самом плавничке. И вот так будем подтягивать. Снова за хвост и за плавнички. За хвостик и за плавнички. Так, пришиваем так с одной стороны вот хвостик, плавничок, то есть к хвостику, и со второй стороны. И вот так выглядит хвостик у русалочки. Теперь свяжем волосы. Я беру оранжевый цвет, делаем кольцо. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1 и второй столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, в следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда. Вот я одену маркер. И продолжаем 1 столбик, в следующий прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. 2 столбика, 1, 2. После 2 столбиков прибавка.
И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик, прибавка. Всего таких 6 повторений. В конце 4 ряда 24 столбика. 5 ряд. 3 столбика, 1, 2, 3. И после третьего столбика прибавка. Снова так повторяем 6 раз. 1 столбик, 2, 3 и прибавка. И в конце 5 ряда 30 столбиков. 6 ряд. 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и после 4 столбиков прибавка. Снова так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. В конце 6 ряда 36 столбиков. 7 ряд. 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и после 8 столбиков прибавка. Снова вяжем так до конца ряда. 8 столбиков, прибавка. Всего 4 повторения. В конце 7 ряда 40 столбиков. И по 40 столбиков провязываем с 8 по 12 ряд. Вот 8, 9, 10, 11 и 12. И теперь будем вывязывать уже длинные волосики. И набираем цепочку из воздушных петель. Вот для первого локона набрали 62 воздушные петли. Пропускаем 2 воздушные петли от крючка и в третью ввязываем полустолбик с накидом 1 и 2. И так провязываем 10 воздушных петель, то есть из одной вывязываем 2 полустолбика с накидом. Вот когда провязали 10 воздушных петель, вот получается такой завиток. И далее будем довязывать все остальные воздушные петли по одному полустолбику. То есть в каждую воздушную петлю ввязываем 1 полустолбик. И так довязываем вот до конца. Довязали до последней воздушной петли и теперь соединительный столбик. Переходим на следующий столбик. Провязали соединительную петлю и набираем цепочку из 62 воздушных петель. И вяжем точно такой же локон. То есть вывязываем вот первые 10 петель воздушных петель, провязываем по 2 столбика полустолбика с накидом. Далее все остальные вяжем по одному полустолбика с одним накидом. И таких локонов всего нужно провязать 5 штук. Это мы будем формировать прическу, и они будут располагаться спереди игрушки. Вот я одела волосы на куклу, чтобы было понятно, как все нужно вязать. Вот 5 локонов связано. Это будет формирование прически вот спереди. И сейчас будем
вязать локоны, которые будут располагаться вот сзади. Провязываем 10 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. И переходим на 11. И с 11 будем вывязывать локоны. Набираем 42 воздушные петли. Вот набрали цепочку из 42 воздушных петель, пропускаем 2 воздушные петли и в третью от крючка вывязываем один полустолбик и из этой же воздушной петли второй полустолбик. И так повторяем 10 раз. Из одного вывязываем 2. Провязали 10 воздушных петель из одного 2. Далее вяжем в каждую воздушную петлю по одному полустолбику с накидом. Довязали последний полустолбик, и теперь соединительная петля вот в следующий столбик без накида. И снова набираем цепочку из 42 воздушных петель и провязываем точно такой же локон. Вот получились такие волосы для куколки. Это 5 локонов, которые располагаются спереди, вот там, где челка, будем формировать прическу. И вот сзади локоны, сейчас пересчитаем, сколько: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 локонов. И оставляем нить для пришивания волос к голове игрушки. И вот одели волосы на куклу, одеваем вот таким образом. Вот локоны сзади и спереди вот такая челочка, которую мы потом уложим. Теперь берем вот иголку с ниткой и будем пришивать. И вот так пришиваем волосы к голове игрушки. Вот такими стежками, их здесь совершенно не видно. Вот, и пришиваем по кругу. И вот теперь будем формировать прическу. В одну сторону берем 3 локона, в другую сторону 2 локона оставляем. И будем вот так закручивать. Берем в одну руку 2 локона, во вторую 1. И вот так их перекручиваем. Так, перекручиваем. Смотрим, чтобы локоны красиво ложились. Поправляем. И здесь можно приколоть булавкой. Мы так с одной стороны. И со второй стороны перекручиваем 2 локона. Можно сильнее делать перекрутку, можно слабее.
как вам нравится. И тоже прикалываем булавкой. И вот в этом месте локоны прификсируем, пришиваем и также смотрим. Вот спереди тоже можно некоторые локоны немножко подфиксировать, пришить, чтобы они хорошо держались. И вот так смотрится уже прическа. Я пришила и вот спереди тоже локоны, чтобы они не болтались, и сзади пришила. Вот такие красивые локоны получились. Теперь можно взять любой цветочек, можно связать, но я буду приклеивать. Вот такую розочку приклею. И русалочка готова. Вот такая красивая русалочка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!